Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор, посвященный моделям и игрушкам по мотивам вкладышей Turbo, я хочу посвятить автомобилю Chevrolet Camaro ARX-Z третьего поколения. Этот вкладыш выпускался под номером 69 во второй серии вкладышей Turbo турецкого производителя кондитерских изделий Kent Gouda. Реальный автомобиль Chevrolet Camaro третьего поколения производился с конца 1981 до середины 1992 года. На вкладыше показана модель кабриолета Chevrolet Camaro ARX-Z Convertible. Модификация ARX-Z появилась в 1985 году сначала как дополнительная опция спортивной версии Z28, а потом и как отдельная модель. Модификация ARX-Z произошла от сокращенного названия международной гонки чемпионов International Race of Champions. Комплектация Z28 базовой модели с 8-цилиндровым мотором мощностью 145 лошадиных сил была самым мощным и быстрым Camaro до тех пор, пока в 1985 модельном году не появился ARX-Z. Стандартно модель оснащалась таким же, как и Z28, V-образным 8-цилиндровым 5-литровым двигателем LG4, мощность которого к этому времени возросла до 165 лошадиных сил. По заказу, так же как и для Z28, был доступен 190-сильный мотор L69 и только для версии ARX-Z 215-сильный двигатель LB9. Кроме того, модель имела усиленную спортивную подвеску, рулевое управление с уменьшенным передаточным отношением и 16-дюймовые алюминиевые колеса со специальными шинами и много других спортивных опций. В 1991 году модель ARX-Z была снята с производства. В моем обзоре сегодня представлено несколько миниатюрных вариантов Chevrolet Camaro, но точно такого же кабриолета, как на вкладыше, найти не удалось. Внешне отличить в представленных машинах ARX-Z от обычного Camaro третьего поколения довольно сложно, так как в основном все отличия в том, что ARX-Z более спортивная и мощная модель. И соответственно все спортивные опции в недорогой игрушечной машинке показать сложно. Тем не менее, в моих машинках все три варианта сделаны очень спортивно по виду, и потому для меня они автоматически стали ARX-Z. Все эти варианты больше относятся к игрушкам, чем к моделям, хотя самый большой из них все-таки ближе к масштабной модели. Итак, сегодня пощупать Chevrolet Camaro ARX-Z у меня есть возможность благодаря модели от Matchbox серии Specials, игрушки от Kitco серии Lock-Ups и Hot Wheels. Все эти экземпляры вызывают интерес благодаря своему агрессивному спортивному виду и интересным деталям. Игрушка от Kitco приблизительно в масштабе 1 к 64. Сделан этот Camaro из металла, и у него открываются обе двери, на которых есть имитация боковых зеркал. Для такого маленького масштаба открывающиеся части не очень часто встречаются. Кроме того, серия Lock-Ups примечательна тем, что у нее на днище есть замочная скважина, через которую специальным ключиком можно заблокировать открытие этих дверей. На самих дверях с внутренней стороны есть специальный блокиратор. Такого я еще не встречал ранее ни в моделях, ни в игрушках. Очень интересная опция для детской игрушки. Ключика, к сожалению, у меня не оказалось. Днище у этой игрушки пластиковое и на заклепках, а прорисовка ходовой и выхлопной систем почти отсутствует. Колеса на игрушку установлены довольно необычные, они резиновые и с надписями Goodyear. А с внутренней стороны колеса пластик выглядит как шестеренка. Не знаю зачем это, но выглядит необычно. Салон сделан примитивно и очень неправдоподобно, а на лобовом стекле даже есть имитация дворников. Машинка из-за резиновых колес не очень хорошо едет. Несмотря на это, амортизация у этого Camaro неплохая и прыгает она высоко. Camaro от Hot Wheels приблизительно в масштабе 1 к 64. Сделан он из металла и открывающихся частей у него нет. Этот Camaro выглядит менее реалистично за счет сильно больших пластиковых колес. Зато днище у него прорисовано более детально и на нем четко написано, что это Camaro ARX-Z 1985 года. Подкрашенные задние фары придают этой игрушке больше реалистичности. Салон у машинки простой, но сделан более правдоподобно, чем на машинке от Kitco. Ходовые качества у него неплохие, и в качестве игрушки она очень неплохо ездит. Амортизация у него не очень хорошая по сравнению с Kitco. Модель от Matchbox выполнена в масштабе 1 к 40.
Внешне модель очень затюнингована и на стандартный Camaro ARXZ мало похожа. Но тем не менее, как один из спортивных вариантов на каких-то гонках такой ARXZ вполне мог быть. Кузов у этого Camaro из металла и открывающихся частей нет никаких. Днище пластиковое и на нем есть небольшая имитация ходовой и выхлопной систем. На самом днище просто написано Chevrolet Camaro и без указания модификации. Колеса у этой модели пластиковые и с надписями. Салон пластиковый и без лишней детализации. Тем не менее, салон интересен тем, что он имитирует раллийную машину. В салоне всего одно сиденье водителя и дуги безопасности. Выглядит очень необычно. Ходовые качества у модели отличные, она полностью оправдывает свою спортивную внешность. Машинка так и просится, чтобы ее покатали и поиграли. Ездит очень хорошо, а амортизация великолепная. Если поставить эти машинки друг с другом, то внешне они все отличаются какими-то деталями. Наверное, для более детализированных и правдоподобных моделей нужно выбирать других более дорогих производителей. Однако и цена на них будет на порядок выше. В принципе, для моего бюджетного обзора этих машинок вполне достаточно. Если вам интересны автомобили Chevrolet, то на моем канале есть еще видео про машинку этой марки, например вот это, что сейчас появилось у вас на экране. Всем добра и мира!